Привет всем, с вами снова Ренат, а это значит, вы в гостях в моем небольшом, но уютном саду в этот по обыкновению солнечный и теплый день 25 июня 2020 года в городе Астрахань. В сегодняшнем видео мы немного отвлечемся от показа клоновидных яблонь, и я вам покажу обзор 5-литрового пневматического опрыскивателя «Шмиль». Итак, представляю вашему вниманию 5-литровый пневматический опрыскиватель «Шмиль» в разобранном состоянии. Вот он перед вами. Сравнивать его мы будем вот с этим мини-опрыскивателем маленьким, которым я пользовался до этого, то есть год назад. Итак, давайте ознакомимся с коробкой. На нем написано, что это опрыскиватель пневматический, предназначен для обработки химическими средствами защиты растений. Давайте посмотрим, что входит в состав 5-литрового пневматического опрыскивателя «Шмиль». Первая — распылительная насадка для регулирования струи. Вот она. Она разбирается. Ну и таким же образом собирается. Второе. Ручка насоса. Вот она. Ручка насоса вставляется непосредственно в сам опрыскиватель. Третье. Соединитель трубки с насадкой. Вот он, соединитель для управления подачей жидкости. Вот он перед вами. Пятое. Резервуар для жидкости. Вот он. Сюда входит 5 литров. Но по моим ощущениям лучше всего заливать 4-4,5 литра. Шестой. Насос. Вот насос. Вот сюда мы вставляем. Ну и седьмой. Защитный клапан. Вот он. Я показал вам опрыскиватель в разобранном состоянии. Сейчас я его соберу и посмотрим на него в собранном состоянии. Итак, начинаем собирать. Итак, мы собрали наш опрыскиватель. Вот он в собранном состоянии. Вот эта насадка служит для контроля давления в резервуаре. Необходимо обязательно остановиться на вопросе защиты органов дыхания во время обработки плодовых деревьев в саду. Для этих целей служит вот этот противогаз и защитные резиновые перчатки. Этот опрыскиватель я приобретал около года назад, когда я замучился обрабатывать сад вот с помощью вот этого мини-опрыскивателя. Но представляете, сколько надо усилий для того, чтобы сделать такие движения при обработке моего сада и 62 плодовых деревьев. То есть на обработку сада у меня уходило до 4 часов, и когда ладони у меня стерлись до мозолей, я принял решение о покупке другого опрыскивателя, которым стал именно вот этот 5-литровый опрыскиватель «Шмиль». Что можно сказать про этот маленький опрыскиватель? Им хорошо опрыскивать комнатные цветы, ну, какие-то растения. Можно и в квартире, можно и на улице, но плодовые деревья с помощью такого маленького опрыскивателя обработать очень тяжело, тем более, когда деревьев очень много. Именно по этой причине год назад я принял решение поискать какой-либо 5-литровый опрыскиватель, и выбор пал вот на этот опрыскиватель «Шмиль». Этот опрыскиватель достойно прошел испытания, и с помощью него я произвел 5 или 6 обработок плодовых деревьев в саду. Удобство опрыскивателя состоит в том, что его можно вешать на плечо. Если вы обладатель небольшого сада, то 5-литровый пневматический опрыскиватель «Шмиль», мне кажется, это самое лучшее решение, и вы можете смело его приобрести. Стоит он не так уж и много. По-моему, я покупал его за 400 или за 500 рублей. Принцип действия работы опрыскивателя очень простой. Сюда заливается жидкость 4 или 4,5 литра.
Затем мы нагнетаем давление такими движениями. С помощью этого приспособления мы регулируем давление в резервуаре. Регулирование струи осуществляется за счет вот этой насадки. Мы можем ее как ослабить, так и закрутить сильнее. Обрабатываем мы валяем в флексе это инсектицид. Вы могли видеть видео у меня на канале. Также фунгицид Дискор. Вот такой вот прекрасный опрыскиватель шмель, который очень идеально подходит для опрыскивания клоновидных яблонь в моем саду, рост которых превышает 3 метра. На этом мой небольшой обзор, в котором я вам рассказал про 5-литровый пневматический опрыскиватель шмель, подошел к концу. Надеюсь, вам понравилось это мое видео. Подписывайтесь на канал, впереди вас ждет много интересного и полезного. На этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до новых встреч. С уважением, ваш Ренат.